В середине века в Европе замки играли важную роль не только в период войны, но и в жизни общества. Крепости стары как война. Но средневековый замок был уникален. Убежище и место расположения войск. Резиденция господ и символ власти. Центр правосудия и управления. Сегодня руины замков встречаются от побережья Атлантического океана до холмов Сирии, впечатляющие и яркие свидетельства ушедшего феодального мира. Не существует единого образца замка. Каждый из них уникален. Но проанализировав основные закономерности на протяжении 4 веков, мы готовы рассказать вам, как строились замки в Средневековье. Франция IX века – место зарождения феодализма. Франкские короли, наследники Карла Великого, с трудом контролировали непокорную знать и отбивались от армий викингов. Все чаще короли предоставляли знати участки земли, известные как феоды, а также обеспечение защиты. В ответ они становились вассалами короля, приносили присягу на верность и обещание служить мечом, военную поддержку. Эти феодалы начали строить по всей земле укрепленные базы, в которых можно было жить и из которых можно было навязывать власть своим владениям. Это были первые средневековые замки. При строительстве нового замка первым и самым важным моментом является местоположение. Замок должен занимать доминирующее положение на местности, с которого открывается хороший вид во все стороны, поэтому холмы – идеальный вариант. Крутые склоны и изгибы рек могут быть использованы для ограничения путей подхода, что облегчает оборону территории. А для строительных работ необходимы местные источники камня, дерева и почвы, поскольку транспортировка этих материалов по средневековым дорогам обходится дороже, чем сами материалы. Также поблизости должны быть надежные источники пресной воды и пищи, чтобы прокормить обитателей замка. Одним из самых надежных замков является замок Мот и Бейли, популярный у норманнов, которые построили сотни замков по всей Англии и Уэльсу во время нормандского завоевания. Мот – это холм, естественный либо возведенный вручную, как показано на гобелене из Байо. Это не просто куча грязи. Считается, что эти цветные полосы представляют собой чередующиеся слои камня и глины, что повышает устойчивость. Иногда даже использовались каменные или деревянные фундаменты. Высота типичного мотта составляет 8 метров, а ширина – до 50 метров. Его вершину можно защитить простым деревянным палисадом и башней, жилыми помещениями для господина и его приближенных, а также убежищем на случай нападения. Земляной ров и палисад должны окружать двор замка, чтобы защитить важные здания, такие как зал, конюшни, кухня, хранилище и кузница. Деревянные палисады уязвимы для огня и гниения, поэтому в идеале их как можно скорее заменяют каменной стеной, известной как куртина. Таким образом создается крепостная стена для защиты внутреннего двора. Куртина должна иметь зубцы, чтобы защищать солдат гарнизона во время атаки, когда они стреляют из луков или арбалетов во врага. Патерна или подземный коридор может использоваться во время осады для передачи сообщений в замок и из него, а также для внезапных атак на врага.
В некоторых регионах Франции, таких как Анжу и Пуату, строители замков игнорировали подход Мотте-Бейли и строили мощные каменные башни. По-французски это называется донжон. Единственным в России донжоном является башня Святого Олафа в Выборге. Донжон обеспечивает лучшую безопасность и условия проживания, чем деревянная башня. Но если вы попытаетесь построить его на вершине Мотта, его вес приведет к обрушению. Некоторые выбирают компромиссный вариант – кольцевой донжон, при котором Мот остается на месте, а его деревянный палисад заменяется круговой каменной стеной. Но по-настоящему внушительный замок придется строить с нуля на тщательно подготовленном фундаменте. Типичный ранний каменный замок имеет прямоугольную форму высотой от 2 до 4 этажей, со стенами толщиной до 6 метров. Строительство могло занять до 10 лет и стоить целое состояние, поэтому большие замки строили только монархи и влиятельные дворяне. Самые большие замки включают в себя башни на каждом углу. Внутри может быть зал для трапез и развлечений, личные покои, часовня и кладовые. Преддверие замка включает в себя хорошо охраняемый вход, который должен находиться на уровне 2-го этажа. К нему ведет деревянная лестница, которую можно убрать в случае нападения. Если в замке есть подвал, то это идеальное место для хранения провизии, а вовсе не для заковывания пленников в темницы, как это принято представлять. Первоначально замки были квадратными или прямоугольными, но позже их стали делать разных форм и размеров. Король Франции Филипп Август особенно любил круглые замки. Возможно, самым привлекательным из всех является замок Кастель-де-Монте в Южной Италии, построенный императором Фридрихом II. Его сложная многоугольная структура напоминает нам о том, что идеальный замок должен быть не только элегантным, но и грозным. Куртину лучше укрепить фланкирующими башнями, расположенными через равные промежутки. Они выступают вперед от стены, чтобы лучники могли вести анфиладный огонь по атакующим врагам. Иначе говоря, нападающие будут обстреливаться не только со стены напротив, но и с башен справа и слева. Квадратные башни дают много дополнительного пространства для жилых помещений и складов. Но их углы – слабое место, по которому может стрелять вражеская камнеметная артиллерия, например, требушет. Поэтому круглые башни могут быть лучшим вариантом. Выбор часто зависел от вкуса, моды или стоимости. Квадратные башни, круглые башни и полукруглые башни были распространены по всей Европе, и во многих замках встречаются разные типы. В некоторых случаях удалось сократить расходы за счет использования старых римских укреплений, как, например, в Певенси или Портчестере на южном побережье Англии. Здесь норманы просто построили каменную крепость в стенах старого римского берегового форта, сэкономив время, труд и деньги. Бойницы или отверстия для стрельбы являются важным дополнением для любой башни или участка стены. Самые ранние варианты представляют собой простые вертикальные прорези, но, начиная с XIV века, стали распространены более декоративные, крестообразные формы. В случае осады на внешних сторонах стен могли возводиться гурдиции, по сути, деревянные галереи с бойницами и отверстиями в полу, чтобы гарнизон мог обрушить на атакующего врага кипяток и камни. Очевидным объектом нападения являются главные ворота замка, поэтому их оборона, известная как Торхаус, должна быть особенно прочной.
Идеальное решение – добавить башни с каждой стороны ворот, добавить внешние и внутренние ворота и как минимум одну, а то и несколько порт-кулисов. Эти металлические решетчатые ворота могут быть опущены вертикально, чтобы заманить нападающих в ловушку. Гарнизон может использовать дыры-убийцы в потолке и стенах, чтобы прикончить незваных гостей. Главные ворота можно дополнительно защитить подъемным мостом над внешним рвом или канавой, который можно поднять с помощью цепей при приближении врага. В средние века торхаусы становились все более мощными, с многочисленными подъемными мостами, воротами и порт-кулисами. Подходы к ним прикрывали высокие башни, а каждая стена и потолок были усеяны бойницами и дырами-убийцами. Одни из самых грозных ворот находятся в замках, построенных Эдуардом I с целью покорить Уэльс в конце XIII века. Столь внушительные оборонительные стены стали казаться излишними. Поэтому многие замки строились вообще без центральной башни. Теперь наш замок – внушительная крепость, способная выдержать осаду в течение нескольких месяцев, если ее правильно снабдить. Но чтобы считаться по-настоящему грандиозным, замок должен иметь вторую куртину, окружающую внешний двор, с собственными башнями и торхаусом. Ворота должны располагаться наискосок относительно маршрута движения, чтобы нападающему пришлось крутиться и поворачиваться, а не бросаться прямо на ворота. На башнях и стенах теперь должны быть каменные машикули, чтобы сбрасывать камни на врага. Это гораздо лучше, чем временные гурдиции. Новый внешний двор позволяет разместить больше зданий в пределах замковой обороны, не забывая о том, что средневековый замок – это не только крепость, но и резиденция. Возможно, новый, более просторный зал для приема гостей, огороды и дополнительные жилые помещения. Внешний ров может быть затоплен водой, чтобы создать дополнительный уровень защиты. Ров также имеет декоративное значение и может служить источником свежей рыбы. Последний штрих – барбакан – внешнее укрепление, которое добавляет еще один уровень обороны к главному входу. Теперь это отличный и яркий пример концентрического замка. Его конструкция заставляет любого нападающего преодолевать череду защитных сооружений, чтобы добраться до конечного убежища главной крепости. При правильной организации гарнизона и снабжения такой замок был практически неприступен до появления пороха. Как мы уже убедились, единого проекта средневекового замка не существовало. Каждый из них строился с учетом особенностей ландшафта, новейших военных достижений, региональных стилей и личного вкуса. К наиболее впечатляющим примерам золотого века замков относятся Краг-де-Шевалье, некогда неприступная крепость рыцарей-госпитальеров. Дуврский замок, известный как Ключ к Англии. И Мальборский замок, гигантская кирпичная резиденция рыцарей Тевтонского ордена. К XV веку значение замков резко снизилось, отчасти из-за появления порохового оружия, такого как пушки, но в большей степени из-за того, что феодальный мир, породивший замки, канул в лету. На смену ему пришли профессиональные армии и централизованная королевская власть. Как закончилась эпоха могущественных феодалов, так закончилась и эпоха замков. Большинство из них в конце концов пришли в упадок. Их военную роль заменили бастионы с артиллерией. На смену замкам пришли дворцы и величественные усадьбы. Эпоха замков
уступило место эпохе Шато. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. У нас есть телеграм-канал, группа ВКонтакте и Дзен, ссылки будут в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вы оформите подписку на Boosty, то получите ранний доступ к новым видео, а также упоминания в конце видео. Отдельная благодарность Ивану Семкову.